Задумывались ли вы, что прямо сейчас, пока вы смотрите в этот экран, биологическая форма вашего глазного яблока физически меняется? Это не метафора и не возрастное ухудшение зрения. Ваш глаз вытягивается в длину, адаптируясь к неестественному расстоянию. В норме длина человеческого глаза составляет ровно 24 мм, но у активных пользователей смартфонов она увеличивается до 26 и 28 мм. Каждый дополнительный миллиметр удлинения глаза добавляет вам минус 3 диоптрии близорукости. К 2050 году более половины населения Земли, свыше 5 миллиардов человек, станут официально близорукими. В странах Юго-Восточной Азии этот показатель уже достиг катастрофических 90% среди выпускников школ. Наши предки формировались миллионы лет в мире, где глазу требовалось постоянно вглядываться в бесконечный горизонт. Эволюция создала цилиарную мышцу глаза, расслабленной именно тогда, когда мы смотрим вдаль. Смотреть на близкие предметы для древнего человека было редким эпизодическим действием. Сегодня мы заперли свои глаза в тесных помещениях и заставили цилиарную мышцу находиться в спазме по 10 часов в день. Цилиарная мышца сжата в раскаленные тиски, выделяя сигналы биохимического стресса. Мозг воспринимает этот спазм как экстренный сигнал. Мы находимся в пещере, смотреть вдаль больше не нужно, и запускает генетический механизм перестройки белка коллагена в задней стенке глаза. Глазное яблоко буквально вытягивается назад, чтобы картинка с близкого экрана снова попала на сетчатку без напряжения мышц. Склера глаза размягчается под действием специальных ферментов и растягивается под внутренним давлением. В результате фокус светового луча переносится вперед сетчатки, размывая дальние объекты. Мозг оптимизировал вас под экран. Но платой за это стала вечная слепота к дальнему миру. Это называется осевой миопией. Ее невозможно обратно вправить никакими гимнастиками для глаз. Когда глаз вытягивается, сетчатка истончается подобно надуваемому воздушному шару. Это увеличивает риск отслоения сетчатки и макулодистрофии в 10 раз. Но главным виновником деформации глаза оказался не сам экран, а отсутствие солнечного света. Солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке глаза. И именно этот ретинальный дофамин служит естественным стоп-сигналом, не дающим глазу удлиняться. Сидя в комнатах под искусственным светом, мы лишаем глаз этого стоп-сигнала. В результате детские глаза растут без остановки, превращаясь в овалы за пару лет. Можно ли затормозить этот процесс и защитить свои глаза? Давайте разберем молекулярную биохимию глаза и научный протокол оптической защиты. Переходим к биомеханике спазма аккомодации и дофаминового дефицита. Разберем устройство нашей оптической системы под микроскопом. Посмотрим, как работает аккомодационная мышца глаза при разной дистанции. Чтобы сфокусироваться на объекте ближе 6 метров, аккомодационная мышца сжимает хрусталик. Когда вы держите телефон на расстоянии 20 сантиметров, мышца работает с предельной нагрузкой в 5 диоптрий. Представьте, что вы удерживаете тяжелую гантель на вытянутой руке 8 часов без перерыва. Именно это происходит с глазными мышцами. Развивается хроноспазм аккомодации. Хронический спазм запускает выделение биохимического фактора роста TGF-бета. Этот белок дает команду тканям глаза. Растягиваемся и удлиняем склеру. Единственный естественный антагонист этого процесса – дневной свет ярче 10 тысяч люкс. Ни одна самая яркая LED-лампа в офисе не дает больше 500 люкс, в то время как даже в пасмурный день на улице уровень освещенности превышает 15 тысяч люкс. 2 часа на открытом воздухе в день дают сетчатке необходимую дозу дофамина для заморозки роста глаза. Масштабное исследование в Тайване показало, 80 минут обязательных прогулок снизили близорукость вдвое. Вторая угроза современных экранов – высокоэнергетический синий свет диапазона от 415 до 455 нанометров. Он проникает глубоко к фоторецепторам и вызывает окислительный стресс в клетках сетчатки. Особенно опасен просмотр экрана в полной темноте, когда зрачок максимально расширен.
Широкий зрачок вбирает фототоксичный удар синего спектра напрямую в макулу. Кроме того, глядя в экран, вы забываете моргать. Частота моргания падает в 5 раз. Слезная пленка разрывается, вызывая синдром сухого глаза и микротрещины роговицы. Глаза краснеют, появляются резкие боли и ощущение песка. Как же защитить свои глаза от этого оптического сбоя? Офтальмологи разработали 4 простых, но железных научных правила. Правило 20-20-20. Каждые 20 минут смотрите на объект в 6 метрах от вас в течение 20 секунд. 20 секунд взгляда вдаль полностью сбрасывают спазм аккомодационной мышцы. Шаг 1. Правильная дистанция и регулярный сброс спазма мышц. Никогда не подносите смартфон ближе 40 см к глазам. Каждые 5 см приближения экрана удваивают нагрузку на цилиарную мышцу. Держите экран на расстоянии вытянутой руки. Шаг 2. Правило 2 часов дневного света ежедневно. Проводите минимум 2 часа в день на улице в дневное время. Даже пасмурный дневной свет запускает синтез ретинального дофамина и останавливает удлинение глаза. Переходим к защите глаз в вечернее и ночное время. Шаг 3. Защита от фототоксичного синего света экрана. Включайте фильтр синего света Night Shift на всех устройствах после 19:00. Это снижает фототоксичную нагрузку на сетчатку на 80%. Никогда не используйте гаджеты в полной темноте. Включайте мягкий фоновый свет. Фоновый свет удерживает зрачок в суженном состоянии, защищая сетчатку. 4. Осознанное моргание и увлажнение глаза. Налипшая слезная пленка защищает роговицу от высыхания каждые 4 секунды. Попробуйте упражнение пальминг. Прикройте закрытые глаза теплыми ладонями на 60 секунд. Полная темнота и тепло ладоней мгновенно восстанавливают зрительный пигмент родопсин. Уже через неделю соблюдения протокола исчезнет резкая усталость и сухость глаз. А главное, вы остановите прогрессирование близорукости и сохраните анатомию глаза. Вы сохраните способность четко видеть прекрасный дальний мир. Наш глаз – это шедевр эволюционной инженерии. Не дайте экранам сломать его. Оторвитесь от экрана прямо сейчас и посмотрите в окно на далекие деревья. Для детей с быстрой миопией применяются очковые линзы с периферическим дефокусом. Они создают правильный оптический сигнал, замедляющий рост глазного яблока на 60%. Дополнительно укрепляйте сетчатку нутриентами – лютеином, зеаксантином и омега-3. Лютеин накапливается в макуле, образуя естественный внутренний светофильтр. Проводите самопроверку. Если при взгляде на улицу текст на вывесках размывается, мышца в спазме. Делайте мягкую гимнастику слежения за движущейся точкой для снятия глазодвигательного блока. Движение глаз по восьмерке расслабляет прямые и косые мышцы глазного яблока. Делайте 15-минутный перерыв без гаджетов после каждых 90 минут глубокой работы. За это время восстанавливается глутаматовый баланс и энергия префронтальной коры. Вы заметите, как возвращается ясность мышления и свежесть восприятия. Сравните ощущение сухости глаз с ощущением комфорта после соблюдения правил. Вы превратитесь из пассивной жертвы цифровой среды в хозяина своего здоровья. Берегите свой мозг и свои глаза. Это главные инструменты вашего взаимодействия с миром. Не отдавайте свое зрение в жертву бесконечному ленточному скроллингу. Помните, здоровые глаза – это основа высокой продуктивности и качества жизни. Переходим к итоговым правилам и заключительной части. Повторим правило номер 1. Соблюдайте дистанцию 40 см и делайте паузы 20-20-20. Правило номер 2. Проводите 2 часа на свежем воздухе для насыщения сетчатки дофамином. Правило номер 3. Включайте ночной режим Night Shift и не читайте в полной темноте. Правило номер 4. Практикуйте пальминг и осознанное моргание во время работы. Ваш индекс здоровья глаз достигнет 100% при регулярном соблюдении этого чек-листа. Относитесь к своим глазам с заботой и уважением. Закрывайте лишние вкладки,
и чаще выходите на прогулки в зеленые парки. Наши научные гайды основаны на доказательной медицине и офтальмологических исследованиях. Подписывайтесь на научно-популярный канал «Почти вымершие». Нажмите на кнопку «Подписаться» прямо под этим видео. И не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Посмотрите наш предыдущий выпуск про брейн-рот и выгорание внимания. И обязательно изучите выпуск про нейробиологию апатии и дофамина. Все ссылки на научные первоисточники и исследования оставлены в описании под видео. Спасибо за ваш просмотр и поддержку нашего научпоп-сообщества. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы защитить их зрение от цифрового сбоя. Оставляйте свои вопросы и комментарии прямо под этим роликом. Чек-лист защиты зрения и памятка доступны для скачивания в описании. Наши новые выпуски выходят регулярно по пятницам и воскресеньям в 19:00 по Москве. Наш канал создается для тех, кто хочет мыслить глубоко и сохранять здоровье. В конце каждого видео вас ждут рекомендации лучших материалов канала. Отдыхайте от экранов и наслаждайтесь красотой реального мира. Внедрите эти 4 простых шага уже сегодня вечером. Пусть ваше зрение остается зорким и ясным на долгие годы. Подписывайтесь на «Почти вымершие» и развивайте свое мышление. Сохраняйте свой разум и свое здоровье в цифровой век. Присоединяйтесь к нашему сообществу осознанных людей. В описании вас ждут полезные ссылки на медицинские первоисточники. А в следующем выпуске мы разберем нейробиологию хронического дефицита сна. До скорой встречи в новом выпуске на канале «Почти вымершие».